Всем привет! У нас сегодня такая классная погода. Наконец-то! Вчера лил дождь весь день после снега. Очень на улице, конечно, сыро, но слышно, птички поют. Все хочет расцветать. Смотрю, вишенка вот-вот цветочки хочет свои распускать, и все холодно, никак не может распустить. Потом, почки у сирени тоже смотрю, тоже распускаются. Очень мокро у курей все. Но ничего, обещает вот с сегодняшнего дня уже теплее. Погода наладится, и все будет хорошо. Моя звезда Ютуба. Очень прикольно получилось видео, шортс моей Мурочкой. Ну что, мой красавчик. Очень красиво цветут примулы, первоцвет, и белые, и вот розовые тоже очень красиво. А это королевский рябчик желтый, очень красивый, но вонючий, зараза. Ну а я решила прибрать свою клумбу немного. Цветы все начинают расти, прорастать. И трава тоже растет. Ну и пока трава еще совсем небольшая, решила все прополоть. Ну и немножко прорыхлить, потому что очень сыро было. И клумба прям немножко местами даже позеленела. Я уже говорила, что клумбу в прошлом году я полностью переорганизовала, перепланировала. Все цветы пересадила. Можно сказать, вырыла все и очень много что выкинула. Посмотрим, что будет в этом году с пионами, потому что я их пересадила, а пионы, как вы знаете, они не особо любят, когда их трогают. Не очень они хотят потом цвести, но я в этом году купила специально удобрение, и сейчас я их поливаю удобрением. Так что буду надеяться, что они меня порадуют все-таки в этом году уже. Собрала на этой клумбе многолетники, которые не требуют особого внимания, которые посадил и на года 4 забыл про них. Все цветы хорошо уже как бы взошли. Единственное, меня не очень порадовали гвоздики. Не очень хорошо они перезимовали, но буду смотреть. У меня на огороде тоже растут гвоздики. По моей задумке гвоздики должны были обрамлять по краям эту клумбу. Но местами они плохо перезимовали, поэтому образовывались такие проплешины. Ну и буду уже тогда смотреть уже по ситуации и подсажу, если надо. Ну еще я решила в этом году на эту клумбу подсадить тюльпаны. Уже я придумала, куда их посадить, потому что я пересаживала в прошлом году, но мне сейчас не нравится, как это выглядит. Я уже показывала ту маленькую клумбу, где у меня роза росла, что я оттуда выкопаю все тюльпаны
И я придумала, что я посажу сюда одной грядкой. Где я их буду сажать, я покажу потом. Друзья, у нас вовсю началась весна, весенние работы сейчас в саду будут идти полным ходом. Если вам по душе эта тема, то подписывайтесь, я буду очень рада новым зрителям. Тогда вы сможете немножко как бы заглядывать в мои труды, как обстоят дела в огороде, в саду. И я буду показывать, рассказывать свои удачи, свои неудачи. Подписывайтесь. И если вам нравится, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Это очень помогает продвигать канал. Я не скажу, что я супер-пупер огородник какой-то, но мне это нравится. Я люблю копаться в земле, я люблю выращивать цветы. Поэтому постараюсь снимать и рассказывать про свой опыт. Ну вот, клумбу я свою привела в порядок. Я уже говорила, что примулы некоторые у меня тут как бы не прижились и очень плохо цвели. И я их тоже пересадила. У меня там были лишние кустики. И сейчас так красиво. Полосочка такая беленькая тут. Ну, а здесь у меня розовые. Тоже очень красиво разрослись. Ну вот тут местами как-то пустовато. Но я посмотрю, может, я как-то еще что-то где-то пересажу. А так, в общем, я довольна своим цветником, своей клумбой. Посмотрите, там розовенькие, какие красивые. Сегодня даже зацвел тюльпан. Посмотрите, как стало тепло. У нас сегодня уже днем было 28 градусов. На солнце очень тепло стало. И вот я прибралась на клумбе. Вот то, что я говорила про тюльпаны, что мне не нравится, как они тут выглядят. Скорее всего, что я их выкопаю. И я решила, что сделаю вот в этом ряду. Тут у меня как бы лучок есть, да. И сделаю так вот целый ряд тюльпанов. Чтобы они, потому что тюльпаны красиво выглядят, когда они в объеме. То есть их много сразу. Ну, что-нибудь я, короче, придумаю.
где именно я их, может, вот сюда как-то, потому что тут у меня гвоздики. Скорее всего, что я их выкопаю и пересажу на те места, где у меня пусто осталось. Ну, как-то так. Посмотрю я еще. Уже буду смотреть по ходу действия. Ну, в общем, посмотрите, какие красивые шапочки. Вот эти вот розовые. Обалдеть. Знакомая мне дала в прошлом году осенью. Я чисто так разделила их, и все. И вот там вот такая белая полосочка. В этом году эта белая полосочка такая не очень объемная, но в следующем году они разрастутся и будет еще все намного красивее и объемнее. И все вот эти цветы, вот эти вот, тут у меня многолетники все. Здесь у меня хризантемы в середине, затем у меня по краям тоже хризантемы. Здесь у меня пионы, как видите, розовые, ирисы и флоксы. Это как бы основа получается моей клумбы. Они будут разрастаться и будут занимать всю эту площадь, чего я и добивалась. Потому что хочу по минимуму полоть свой цветник, поэтому решила сделать так. Иначе у меня тут бардак. Примулы, они тоже разрастаются и заполняют своей массой весь этот объем земли, и траву они просто выживают. То есть цветы должны выживать траву. Если там какая-то прополка будет где-то, это как бы по минимуму. Насчет мульчи, вот туда я насыпала мульчи, потому что там у меня розочки. Розочки я посадила, можно так сказать, спонтанно. Не очень люблю я ухаживать за розами. Но так как были розы подарены в горшочках, и я решила их сюда просто посадить. И уже буду смотреть по ситуации. Как бы. Ну, в этом году, если они меня порадуют, я их подкармливаю сейчас удобрением. Если они меня порадуют, это будет отлично. Если они потом пропадут, если мне не будет хватать терпения за ними ухаживать, то я их просто потом выкопаю и посажу уже сюда что-нибудь другое. Все равно клумба каждый год меняется. И вообще жизнь это такая переменчивая штука. Посмотрите, как красиво отсюда выглядят белые примулы. Просто красота. Мне так они нравятся. Они настолько пышно и красиво цветут весной. Когда еще мало цветов, то они очень красиво выглядят. И вот там вот тоже вот это розовое. Вот они у меня разрастутся тут еще. Вот здесь по краешку. И я их размножу и приведу в порядок этот кантик. Ну а мы вчера поставили теплицу на место. Вынесли всю рассаду в теплицу, но в той теплице, ну и свои цветы я тоже вынесла сюда, в эту теплицу. Ну вот здесь у меня тоже примулки растут. Вот, как я говорила, я пересажу что-нибудь тут, придумаю еще, потому что тут у меня будут приправы и какая-нибудь зелень многолетняя. У меня здесь растет мята. И буду в этом году смотреть. Календулу, скорее всего, еще сюда подсажу, потому что у меня, вот видите, календулы очень много. И, кстати, у меня здесь были бархатцы, они тоже насеялись. Короче, наверное, в этом году мне сеять бархатцы не придется, потому что они насеялись сами. И, скорее всего, на огороде тоже их полно. Ну, пока что я вынесла сюда свои петунии и помею свою, которую я вот пересадила, но она такая хиленькая, было довольно холодно. Вчера я их подкормила, ну посмотрим, если не выживут, то засею заново. У меня еще остались семена,
посею заново. Вот так как бы я придумала, что на вот таких вот палках она будет ползти и цвести, так сказать. Ну и там у меня рассажена петуния. Я ее рассадила еще. Выбрала самые такие большие. Ну, посмотрим, что у меня там получится. Не знаю. Пока у меня тут, конечно, бардак, потому что только вчера поставили теплицу. Нужно сделать еще дорожку, прополоть тут все. Пока закрываем. Еще прохладненько на улице. Ну и все. У нас зацвела черешенка. Смотрю, и вишня сегодня зацветает. Начинает только-только. Алыча. Очень пахнет алыча. Прям обалдеть, как пахнет. Ну все, на сегодня я с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Всем весеннего настроения. И до новых встреч.